Приветствую всех на канале Мы Дачники. В этом видео я хочу поговорить о своей насосной станции, спросить ваших советов, мне они явно будут необходимы, ну и поделиться своим небольшим опытом, который я приобрел за небольшое время, что я пользуюсь этой насосной станцией. Подключил я ее в конце июня летом того года. Ну а сейчас конец апреля, и я решил сделать ей небольшую ревизию. Она у меня тут полностью закрыта. Сверху тут стоит умывальник, вот слив для него сейчас заткнул тряпкой. Ну, давайте начнем со всего по порядку. Значит, устанавливал я ее довольно, как видите, примитивно. Пол у меня тут деревянный. Под низ нашел довольно плотную резину, чтобы была меньше вибрация. И зафиксировал. Дальше. Вот здесь был фабричный такая пластмасска, чтобы она держалась. Но знаете, я на нее посмотрел, она была такая хлипкая, что я сразу же решил от нее отказаться. У меня здесь вот зафиксирована плотно дощечка, в мотор вкручен винт, и тоже здесь обычная прокладка резиновая, самая там, по-моему, 2 сантиметра, ну что-то такое, которое продается в любом магазине сантехники. И еще один небольшой нюанс. Реле, которое шло в комплекте, я не ставил, а вместо него купил реле и давления, и холостого хода, потому что в комплекте шло реле только давление. Ну а ставить еще отдельно реле холостого хода, чтобы не качала воздух станция, не увидел я в этом никакого смысла. Поэтому был принят вариант поставить механическое реле, где 2 в 1. Перед тем, как ее начать собирать, я, насмотревшись в интернете разных видео, что там течет, там так невозможно собрать. Честно сказать, немного растерялся от этой информации. Купил и фум-ленту, и паклю. И вот у меня еще это для герметизации пакли, чтобы... Короче, накупил всего, чего было можно. И сразу же пошел несколькими путями. Вот это у меня соединение. Вот это соединение полностью посажено на паклю и на вот этот вот резьбовой герметик. Здесь я использовал и паклю, и фум-ленту. Здесь у меня только фум-лента. То есть я пошел разными путями. Что там внизу, я уже, честно сказать, и не помню, что я там. И решил посмотреть, что выдержит, чтобы использовать этот материал, чтобы было меньше течи. На удивление, никакое из соединений у меня не протекает. То есть с этим у меня как-то,
вообще не было никаких проблем. Ну а теперь я хочу перейти именно к проблемам, которые у меня возникли с этой насосной станцией. Хотя я думаю, эти проблемы распространяются на все насосные станции. Итак, еще раз хочу оговориться. Я ее подключил в конце июня. Сейчас конец апреля. 10 месяцев она у меня простояла, я к ней не лез, так как всем понятно, сейчас война и забот хватает. В общем, дошли у меня до нее руки только сейчас. Первое. Такой неприятный момент, который образовался у меня. Полностью давление было в ноль. Вот вообще ноль. Все. Куда-то весь воздух из нее ушел. Естественно, закачал я опять давление, проверил золотник. Но я его и в самом начале проверял, когда закачивал давление. В общем, куда ушел воздух, куда он делся, золотник не травит. Воздуха нету. То есть однозначно надо следить за давлением чаще, чем раз в 10 месяцев, как я. Если кто-то с подобным столкнулся, просьба написать в комментариях хотя бы, что это и почему это. Еще один такой пустяковый вроде бы момент, но неприятный. Когда я открыл эту станцию, снял сверху, что у меня умывальник, все, оказалось, что полностью заклинил датчик давления. Вот это слово абсолютно. Ну, магазин ближайший тут далече, я, конечно, куплю новый, но сам факт. Я его снял, разобрал, никаких поломок там не заметил. Ну, выставил стрелку, снял ее, выставил в ноль. Собрал обратно, залепил силиконом, ну все, работает пока, но этот момент как бы есть из неприятных. Ну и самый неприятный момент, касающийся этой станции, я оставил напоследок, а именно, это конденсат. Поначалу, когда я поставил летом, ну скажу честно, он меня не особо беспокоил, есть и есть. А вот когда похолодало зимой, он довольно значительно увеличился и стала проблема с этим конденсатом. У меня насосная эта станция стоит в кухне. Закрыто тут таким самодельным типа столиком, на котором закреплен умывальник. И сырость, ну, стала образовываться. Лично я, какой выход нашел из ситуации, это было мной заказано на Алиэкспресс, вот такой вот вентилятор. Он довольно мощным оказался, с USB вот таким вот штекером. То есть тут 8 сантиметров. И знаете, так крутит он довольно неплохо. И цена его, ну, что-то я, честно сказать, не помню, но около 50 гривен. Ждать, правда, пришлось дней 25, но это уже мелочи. Постараюсь найти в корзине на Алиэкспресс этот вентилятор, и если что, вставлю под описанием в это видео на Алиэкспресс, где я его покупал. И у меня к вам большая просьба, у всех, у кого есть подобная проблема,
Поделитесь опытом, как вы с этим боретесь. Сейчас я все соберу, чтобы все было в куче. Мойка, вентилятор. Покажу вам, как оно у меня все в собранном виде. Ну а общий вывод, который я могу сделать с данной насосной станции, ну, в принципе, довольно неплохо. Шум у нее, я вам включу, услышите, да, шумит. Но поскольку пользуемся ей только днем, ну, изредка там и ночью, да, она включается, когда в туалет кто-то идет. Но поскольку она у нас в кухне, то особо шум, ну, не могу сказать, плюс это ее или минус. Шум я считаю вполне удовлетворительный. Ну, еще что я могу ей записать в плюс, так это то, что она неизвестно сколько времени у меня работала с нулевым атмосферой в этом баке, полностью спущенным. Ну, кстати, большой вопрос. Почему оно спустило и сталкивался, если кто-то из вас с этим? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Заранее спасибо. Итак, вот вентилятор у меня. Как видите, он довольно такой бойкий. Направлено туда, к стеночке, чтобы там все вентилировалось, зафиксировано прищепкой, чтобы он не танцевал. Потому что так он крутится сам по себе. Столик у меня, конечно, из серии, я его слепила из того, что было. Вот так вот он закрывается. Ну, тут еще стол подвигается. И осталось только включить, чтобы услышали, как он шумит. Вот так вот он шумит. У меня выставлено два нижние барреля и 3 верхние. Вот такой вот он производит шум. А на этом все. И до следующих видео.